Урок 1. Покупка одежды. Привет, Анна. Ты когда-нибудь покупала одежду в интернете? Привет, Джон. Да, у меня есть. Это удобно, но иногда трудно найти идеальный вариант. Это правда. Я также хочу убедиться, что одежда хорошего качества. Какие-нибудь советы? Что ж, чтение отзывов покупателей может дать вам представление о качестве. Кроме того, перед заказом ознакомьтесь с таблицей размеров. Хорошие замечания. Как насчет цветов? Я хочу купить рубашку уникального цвета. Вы можете использовать цветовой фильтр на веб-сайте, чтобы сузить выбор. О каком цвете вы думаете? Я подумываю купить рубашку бордового цвета. Это насыщенный темно-красный цвет. Бургундия – отличный выбор. Отлично сочетается со многими другими цветами. Он универсален. Я тоже так думала. Мне нужна рубашка, которую можно было бы носить по разным поводам. Вы можете выбрать классическую рубашку на пуговицах бордового цвета. Ее можно одевать как вверх, так и вниз. Неплохая идея. Я могу носить его с джинсами для повседневного образа или с классическими брюками для более официального образа. Именно так. Всегда приятно иметь в гардеробе универсальные вещи. Я согласен. Итак, когда я найду понравившуюся рубашку, как мне оформить заказ онлайн? Обычно вы добавляете товар в корзину и переходите к оформлению заказа. Затем вы вводите данные о доставке и оплате. Хорошо, попробую. Спасибо за совет. Урок 2. Путешествие за границу. Привет, Анна. Ты когда-нибудь путешествовала за границу? Я планирую поездку, и мне бы не помешал совет. Привет, Джон. Да, я побывал в нескольких разных странах. Куда ты планируешь поехать? Я подумываю посетить Европу. Я хочу познакомиться с разными культурами и увидеть знаменитые достопримечательности. Звучит потрясающе. Европа может многое предложить. Какие страны есть в вашем списке? Я рассматриваю Францию, Италию и Испанию. У них богатая история и прекрасная архитектура. Отличный выбор. В каждой стране есть свои уникальные достопримечательности. Планируете посетить несколько городов? Да, я хочу получить максимум удовольствия от поездки. Я подумываю начать с Парижа, затем в Риме и, наконец, в Барселоне. Похоже, маршрут продуман до мелочей. Обязательно ознакомьтесь с визовыми требованиями для каждой страны. Подойдет. Мне также нужно забронировать жилье. Какие-нибудь рекомендации о том, где остановиться? Это зависит от вашего бюджета и предпочтений. Вы можете выбрать отели, хостелы или даже жилье для отдыха. Я предпочитаю что-то доступное, но удобное. Возможно, отель или хороший хостел. Поищите отзывы и рейтинги в интернете, чтобы получить представление о качестве и обслуживании. Это поможет вам найти идеальный вариант. Отличная идея. Я проведу небольшое исследование. Как насчет транспорта между городами? В Европе поезда,
популярный и удобный вид транспорта. Они могут легко доставить вас из одного города в другой. Звучит как отличный вариант. Мне бы очень хотелось увидеть сельскую местность во время путешествия. Поездки на поезде могут быть довольно живописными. Это прекрасный способ познакомиться с красотой Европы. Я в восторге от этой поездки. Спасибо за вашу помощь. Урок 3. Здоровое питание. Привет, Анна. Я стараюсь есть здоровую пищу. У вас есть какие-нибудь советы для меня? Привет, Джон. Это отличная цель. Один совет. Включайте в свой рацион больше фруктов и овощей. В этом есть смысл. Есть ли конкретные фрукты и овощи, которые особенно полезны для здоровья? Ягоды, такие как черника и клубника, богаты антиоксидантами. Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, также питательна. Я обязательно добавлю их в свой список покупок. Как насчет закусок? Я обычно много перекусываю. Вместо того, чтобы употреблять нездоровые закуски, вы можете выбрать более здоровые альтернативы, такие как орехи, семена или йогурт. Неплохая идея. Некоторые из них я оставлю под рукой, когда проголодаюсь между приемами пищи. Еще один совет – пить много воды в течение дня. Это помогает поддерживать гидратацию и может обуздать тягу к еде. Я возьму за привычку пить больше воды. Есть предложения по более здоровым вариантам питания. Выбирайте нежирные белки, такие как курица, рыба или тофу. Включите цельные зерна, такие как коричневый рис или киноа, и не забывайте о полезных жирах, таких как авокадо или оливковое масло. Звучит очень вкусно. Я постараюсь включить их в свои блюда. Как насчет размеров порций? Обратите внимание на размеры порций. Его легко переедать, особенно с большими порциями. Полезный урок 4. Управление временем. Привет, Анна. Мне трудно эффективно распоряжаться своим временем. Какие-нибудь советы? Привет, Джон. Управление временем может быть сложной задачей, но есть несколько стратегий, которые могут помочь. Вы пробовали составить расписание? На самом деле у меня раньше не было расписания. Как это поможет? Наличие расписания поможет вам распределить время для выполнения различных задач и занятий. Это дает вам четкий план на день. В этом есть смысл. Как мне начать создавать расписание? Начните с перечисления всех задач, которые вам необходимо выполнить. Затем назначьте определенные временные интервалы для каждой задачи в зависимости от приоритета. Попробую. Как насчет отвлекающих факторов? Меня легко отвлекать. Важно свести к минимуму отвлекающие факторы. Попробуйте создать выделенное рабочее пространство и отключить уведомления на телефоне или компьютере. Отличная идея. Я создам обстановку, свободную от отвлекающих факторов, чтобы сосредоточиться. Что если произойдут непредвиденные вещи? Оставьте в своем расписании некоторое время буферного времени на случай непредвиденных задач или перерывов. Это поможет вам сохранять гибкость. Это разумный подход. Я обязательно включу буферное время в свое расписание. Есть другие советы.
Разбивайте большие задачи на более мелкие и управляемые части. Это упростит их выполнение и упростит их выполнение. Отличный совет. Когда задачи кажутся выполнимыми, легче сохранять мотивацию. Спасибо. Урок 4. Эффективная коммуникация. Привет, Анна. Я хочу улучшить свои коммуникативные навыки. Есть предложение. Привет, Джон. Эффективная коммуникация очень важна. Один совет – активно слушайте собеседника. Как мне лучше слушать? Уделяйте все свое внимание, поддерживайте зрительный контакт и не перебивайте. Покажите, что вы вовлечены в разговор. Я постараюсь больше участвовать в беседах. Как насчет того, чтобы говорить четко и уверенно? Тренируйтесь говорить медленно и произносить свои слова. При необходимости делайте паузы и используйте язык тела, чтобы выразить уверенность. Постараюсь говорить более четко и уверенно. Что если я буду нервничать во время разговора? Нервничать – это нормально, особенно в незнакомых ситуациях. Сделайте глубокий вдох и напомните себе о необходимости сохранять спокойствие и спокойствие. Я учту это. Какие-нибудь советы по эффективному изложению мыслей? Прежде чем говорить, систематизируйте свои мысли и используйте лаконичный язык. Внимательно относитесь к своему тону и учитывайте точку зрения собеседника. Это полезный совет. Я буду работать над тем, чтобы выразить себя более эффективно. Спасибо. Урок 5. Планы воскресных пикников. Привет, Анна. Какая погода в это воскресенье? На улице выглядит солнечно. Привет, Джон. Сегодня действительно прекрасный день. Пойдем в воскресенье на пикник. Звучит как отличная идея. Куда нам пойти на пикник? Как насчет парка рядом с озером? Из него открывается прекрасный вид и достаточно места для отдыха. Звучит превосходно. Во сколько нам встретиться в парке? Давайте встретимся около полудня. Таким образом, мы сможем неторопливо пообедать и насладиться днем. Звучит неплохо. Что нам взять с собой на пикник? Нам нужно взять с собой бутерброды, фрукты и закуски. И не забудьте присесть на одеяло. Отлично. Я также принесу кулер с прохладительными напитками. Как насчет игр на свежем воздухе? Забавная идея. Мы можем взять с собой фрисби или футбольный мяч, чтобы поиграть в несколько игр, пока мы там. Отличное предложение. Это добавит удовольствия от пикника. Должны ли мы пригласить кого-нибудь еще присоединиться к нам? Решать вам. Если у вас есть друзья, которые хотели бы присоединиться, не стесняйтесь приглашать их тоже. Я спрошу у нескольких друзей, есть ли они. Чем больше, тем веселее. Что-нибудь еще нам нужно спланировать. Просто не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и головные уборы, чтобы защитить себя от солнца. Безопасность прежде всего. Совершенно верно. Защита от солнца очень важна. Я напомню всем взять с собой солнцезащитный крем.
Я очень жду нашего пикника. Урок 6. Самый романтичный фильм. Привет, Анна. Ты в последнее время смотрела какие-нибудь романтические фильмы? Привет, Джон. Да, я недавно посмотрел записную книжку. Это было невероятно романтично. Я слышал много хорошего об этом фильме. Как вы думаете, что делает фильм таким романтичным? Что ж, химия между двумя главными героями ощутима, а сама история очень трогательная. Звучит прекрасно. Я фанат романтических комедий. Вы смотрели «Бессонные в Сиэтле»? Да, у меня есть. Это классика. То, как персонажи встречаются волею судьбы, поистине завораживает. Совершенно верно. Это идеальное сочетание юмора и романтики. Какие еще романтические фильмы вы рекомендуете? «Лилы Ленд» — еще один прекрасный фильм. Музыка, танцы и горькая история любви делают фильм незабываемым. Я полностью согласен. Музыка в этом фильме просто фантастическая. Это добавляет сюжету дополнительный слой эмоций. Если вам нравятся исторические драмы, обязательно посмотрите «Гордость и предубеждение». История любви Элизабет и мистера Дарси вечна. Ах, да. Я тоже много об этом слышал. Мне обязательно стоит добавить его в свой список наблюдения. Еще одна классика «Касабланка». Роман Рика и Ильзы культовый, и в фильме есть несколько незабываемых реплик. Вот смотрю на тебя, малыш. Эта реплика легендарна. Я обязательно посмотрю ее в ближайшее время. Вы не будете разочарованы. Это шедевр. Есть ли другие романтические фильмы, которые вы бы порекомендовали? На ум приходит «Вечное солнце безупречного разума». Это уникальный взгляд на любовь и воспоминания. Это интересный выбор. Я слышала, что это заставляет задуматься. Я обязательно попробую. Его определенно стоит посмотреть. Выступления Джима Керри и Кейт Уинслет великолепны. Я доверяю вашей рекомендации. Я добавлю его в свой список. Спасибо. Добро пожаловать! Приятного вам киномарафона! Давайте наверстаем упущенное позже и обсудим наших фаворитов. Урок 7. Обеспечение нашего пребывания и планирование мероприятий. Привет, Анна. Как вы думаете, можно ли обеспечить наше пребывание в отеле на весь срок нашей поездки? Привет, Джон. Я считаю, что было бы неплохо зарезервировать наше пребывание заранее, чтобы избежать осложнений в последнюю минуту. В этом есть смысл. Давайте забронируем отель на весь срок нашей поездки, чтобы обеспечить вам беззаботное пребывание. Согласовано. Лучше все рассортировать заранее. Кстати, вы подумали о том, какие мероприятия нам следует спланировать? Да, я думаю, что очень важно иметь список мероприятий, чтобы максимально использовать нашу поездку. Есть предложение. Как насчет посещения исторических достопримечательностей и музеев? Это отличный способ познакомиться с местной культурой. Это отличная идея. Изучение истории и наследия этого места обогатит наш опыт.
Мы также должны попробовать местную кухню. Всегда интересно пробовать новые вкусы и блюда. Абсолютно. Еда играет важную роль в понимании культуры того или иного места. Давайте составим список местных ресторанов, которые стоит попробовать. Мы также можем спланировать некоторые мероприятия на свежем воздухе, такие как походы или осмотр близлежащих природных заповедников. Отличное предложение. Общение с природой и наслаждение приключениями на свежем воздухе придадут нашему путешествию захватывающий элемент. Не забывайте об отдыхе. Во время отпуска важно выделить время, чтобы расслабиться и зарядиться энергией. Вы правы. Мы должны включить СПА-процедуры или посещение пляжа, чтобы обеспечить баланс между активностью и отдыхом. И давайте не будем упускать из виду возможность посещения местных мероприятий или фестивалей, проводимых во время нашего пребывания. Отличное замечание. Посещение местных праздников позволит нам познакомиться с яркой культурой этого места. Наконец, нам следует проявлять непредвзятость и быть открытыми к спонтанным приключениям и открытиям. Совершенно верно. Гибкость и использование неожиданных возможностей сделают нашу поездку еще более незабываемой. Я с нетерпением жду нашей поездки. Это будет невероятный опыт. Я тоже. Я с нетерпением жду возможности обеспечить наше пребывание и спланировать эти фантастические мероприятия. Давайте сделаем это путешествие незабываемым. Урок 8. Пейзажи, руины и Индонезия. Привет, Анна. Вы недавно видели потрясающие пейзажи или посетили древние руины? Привет, Джон. Да, я смотрел на Индонезию. Здесь захватывающие дух пейзажи и удивительные древние руины. Звучит невероятно. Какие именно пейзажи Индонезии привлекли ваше внимание? Рисовые террасы на Бали просто завораживают. Пышная зелень на фоне гор захватывает дух. Я видела фотографии этих террас, и они выглядят действительно потрясающе. Бали — это действительно рай. Еще одно место с замечательными пейзажами – остров Комодо. Скалистые береговые линии и бирюзовые воды достойны открыток. Я слышала о комодских драконах, но не знала, что пейзажи здесь такие же завораживающие. Совершенно верно. Индонезия – это сокровищница природных чудес. Гора Бромо – еще одно место, известное своими живописными пейзажами. Ах, да, вид на тлеющий вулкан на рассвете — это, должно быть, незабываемое зрелище. Определенно. Теперь давайте поговорим о древних руинах. Вы сталкивались с какими-нибудь интригующими? Да, недавно я прочитал о храме Барабудур в Индонезии. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО с богатой историей. Это очень интересно. Сложная резьба и огромные размеры храма делают его замечательным культурным объектом. Я также слышала о храме Прамбанан. Это еще один впечатляющий комплекс с прекрасной архитектурой и индуистским влиянием. Древние руины Индонезии позволяют заглянуть в ее богатое культурное наследие. Это идеальное сочетание истории и искусства.
Совершенно верно. Изучение этих руин все равно, что перенестись в прошлое. Это возможность узнать и оценить прошлое. Индонезия кажется страной с бесконечными сокровищами, которые можно открыть для себя. Мне не терпится увидеть пейзажи этой страны и осмотреть древние руины. Это тоже определенно входит в мой список путешествий. Давайте вместе спланируем путешествие и воочию познакомимся с чудесами Индонезии. Звучит как удивительное приключение. Давайте воплотим это в жизнь и создадим незабываемые воспоминания. Я в восторге от этой идеи. Давайте начнем планировать и воплотим наше путешествие по Индонезии в реальность. Урок 9. Предпочтение онлайн-искусства и живописи. Привет, Анна. Вы видели в последнее время в интернете какие-нибудь впечатляющие произведения искусства? Привет, Джон. Да, я наткнулся на несколько замечательных работ в социальных сетях и на художественных сайтах. Отлично. Ты рисуешь маслом или акрилом? Мне интересно, какой способ вы предпочитаете? Я предпочитаю акрил. Они быстрее сохнут и с ними легче работать по сравнению с маслами. А как же ты? Я пробовал и то, и другое, но предпочитаю масло. Мне нравится богатство и способность масляных красок смешивать их. Это интересно. Каждая среда имеет свои уникальные качества и методы исследования. Совершенно верно. Живопись — это универсальная форма выражения, позволяющая художникам экспериментировать с разными медиумами и стилями. Удивительно, как художники могут передавать свои эмоции и рассказывать истории с помощью своих работ. В самом деле, искусство способно вызывать эмоции и объединять людей из разных слоев общества. А с помощью онлайн-платформ художники могут выходить на мировую аудиторию и получать отзывы от энтузиастов искусства со всего мира. Это правда. Интернет открыл художникам новые возможности продемонстрировать свой талант и пообщаться с другими творческими людьми. Приятно видеть, как художники из разных уголков мира делятся своими уникальными взглядами и техниками. Онлайн-сообщества художников также предоставляют возможности для обучения и роста с помощью учебных пособий и обсуждений. Совершенно верно. Художники могут изучать новые техники, черпать вдохновение и получать конструктивную критику для улучшения своих навыков. Это отличный способ пообщаться с другими художниками и стать частью поддерживающего творческого сообщества. А для любителей искусства это настоящая сокровищница визуального наслаждения с огромным количеством произведений искусства, которые можно исследовать и оценить по достоинству. Определенно. Онлайн-платформы сделали искусство более доступным и в некоторой степени демократизировали мир искусства. Приятно видеть, как технологии изменили художественный ландшафт, объединив художников и энтузиастов по всему миру. Я согласен. Быть частью мира искусства — это захватывающее время как для художника, так и для ценителя искусства. Урок 10. Удобство в отеле и комфорт гостей. Привет, Анна. Вы когда-нибудь останавливались в отеле, который предоставлял своим гостям прекрасные удобства? Привет, Джон. Да, я побывал в некоторых отелях, которые делают все возможное, чтобы сделать пребывание своих гостей комфортным. Приятно это слышать. Я всегда ценю,
когда отели уделяют первостепенное внимание удовлетворению потребностей гостей. Совершенно верно. Одна из небольших, но важных деталей – это предоставление полотенец и воды в номерах. Это вдумчивый жест. Я согласен. После долгого дня путешествий или прогулок наличие свежих полотенец и бутылки воды прекрасно освежает. Именно эти маленькие штрихи делают пребывание в отеле более приятным и удобным. Определенно. Я также ценю, когда отели предлагают различные удобства, такие как фитнес-центр или бассейн. Доступ к таким удобствам позволяет гостям поддерживать свою физическую форму или отдыхать после напряженного дня. Совершенно верно. Приятно иметь возможность расслабиться и отдохнуть во время вашего пребывания. Еще одним аспектом, который способствует приятному отдыху в отеле, является качество постельного белья. В самом деле, удобная кровать и мягкое постельное белье могут существенно повлиять на хороший ночной сон. Для отелей важно уделять первостепенное внимание комфорту гостей, так как полноценный отдых – залог приятного пребывания. Не могу не согласиться с этим. У хорошо отдохнувшего гостя, скорее всего, сложится положительное впечатление об отеле. Помимо физического комфорта, важно также обеспечить в ванной комнате такие удобства, как туалетные принадлежности и фен. Совершенно верно. Это избавляет гостей от необходимости упаковывать эти вещи и повышает удобство их пребывания. И давайте не будем забывать о наличии Wi-Fi. В наш цифровой век надежный доступ в интернет необходим многим путешественникам. Это правда. Будь то работа или отдых, стабильное подключение к интернету крайне важно для того, чтобы оставаться на связи и получать доступ к информации. В целом, отели, которые уделяют первостепенное внимание комфорту гостей и предоставляют продуманные удобства, создают положительные и незабываемые впечатления. Не могу не согласиться с этим. Именно эти дополнительные штрихи делают пребывание в отеле поистине исключительным. В самом деле, всегда приятно найти отель, который приложит все усилия, чтобы гости остались довольны. Совершенно верно. Будем надеяться, что все больше отелей по-прежнему будут уделять приоритетное внимание комфорту гостей и предоставлять прекрасные удобства. Урок 11. Страсть к путешествиям и мечты о путешествиях. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с регионом, который звучит настолько захватывающе, что сразу же пробуждает в вас страсть к путешествиям? Безусловно, привет, Джон. В мире так много регионов, которые я мечтаю посетить. Это замечательно. Задумывались ли вы о странах, которые хотите посетить в этих регионах? Да, определенно. Одна страна, которая всегда очаровывала меня – Япония. Сочетание традиций и современности завораживает. Япония действительно замечательное место. Богатая культура, потрясающие пейзажи и вкусная кухня делают эту страну обязательной для посещения. Я согласен. Еще одна страна, которая меня заинтриговала – Бразилия. Яркие фестивали, прекрасные пляжи и тропические леса Амазонки заманчивы. Бразилия тоже входит в мой список путешествий. Разнообразие пейзажей, ритм музыки и танцев невероятно заманчивы.
Совершенно верно. Удивительно, как разные регионы могут предложить такие уникальные впечатления и покорить наше воображение. В этом прелесть путешествий. Каждая страна обладает своим шармом и очарованием, которые ждут своего открытия. В самом деле, знакомство с новыми культурами, знакомство с местной кухней и погружение в традиции чужой страны действительно обогащают. Это расширяет наш кругозор и углубляет понимание мира, в котором мы живем. Совершенно верно. Увлекательно узнавать об истории, обычаях и традициях разных стран и их народов. И давайте не будем забывать о чудесах природы, которые существуют по всему миру. Величественные горы, каскадные водопады и безмятежные озера. Природа очаровывает наше сердце и напоминает нам о красоте и чудесах, которые нас окружают. Это так. Природа может унижать нас, наполнять благоговением и вдохновением. В самом деле, неудивительно, что путешествия– такое популярное занятие. Это позволяет нам общаться с миром и создавать воспоминания на всю жизнь. Совершенно верно. Мир полон чудес, и желание исследовать их и испытать на себе– вот что движет нашей страстью к путешествиям. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить наши мечты о путешествиях и создать незабываемые приключения. Не могу не согласиться с этим. Пришло время отправиться в новые путешествия и полюбоваться красотой нашего мира. Урок 12. Недорогое обновление дома. Привет, Анна. Есть ли у вас какие-либо советы, как сделать ваш дом свежим и уютным, не тратя слишком много денег? Безусловно, привет, Джон. Существует множество недорогих способов придать вашему дому новый облик и создать уютную атмосферу. Приятно это слышать. Мне нравится находить простые и доступные способы украсить свое жилое пространство. Один из простых и недорогих способов– переставить мебель. Иногда новая планировка может полностью преобразить комнату. Отличная идея. Удивительно, как новая композиция может придать комнате совершенно новый облик. Еще один совет– убрать беспорядок и упорядочить свои вещи. Чистое и аккуратное пространство сразу становится более привлекательным. Не могу не согласиться с этим. Уборка ненужных вещей и поиск подходящих решений для хранения вещей могут иметь огромное значение. Совершенно верно. И не стоит недооценивать силу свежего слоя краски. Он может вдохнуть новую жизнь в любую комнату. Краска – это экономичный способ обновить внешний вид вашего дома. Кроме того, вы можете выбрать цвета, отражающие ваш стиль. Еще один недорогой способ добавить шарма– добавить комнатные растения. Они не только оживляют пространство, но и улучшают качество воздуха. Мне нравится идея выращивать растения в помещении. Они привносят в любую комнату ощущение природы и свежести. Кстати, о природе. Естественное освещение может сделать пространство более ярким и уютным. Это правда. Открывая шторы или жалюзи в дневное время, можно создать теплую и уютную атмосферу. Кроме того, вы можете заменить декоративные подушки или добавить новые в гостиную или спальню. Смена подушек – это простой способ привнести новые цвета или узоры и быстро обновить пространство.
Другая идея – повесить на стены произведения искусства или фотографии. Это добавит индивидуальности и визуального интереса любой комнате. Я согласен. Художественное оформление может стать началом разговора и отражением вашего вкуса и стиля. Наконец, не забывайте о силе аромата. Зажжение ароматической свечи или использование эфирных масел могут создать уютную атмосферу. Отличное предложение. Приятный аромат может сделать пространство более расслабляющим и уютным. Все дело в том, чтобы найти небольшие и доступные изменения, которые существенно повлияют на общий внешний вид вашего дома. Совершенно верно. Мне нравится идея сделать свой дом свежим и уютным без больших затрат. Это увлекательный и творческий процесс, и самое приятное то, что вы можете адаптировать его к своему личному стилю и предпочтениям. Мне не терпится реализовать некоторые из этих идей и недорого обновить свой дом. Уверена, ваш дом будет выглядеть великолепно. Наслаждайтесь процессом и погрузитесь в атмосферу уюта и гостеприимства, которую вы создаете. Спасибо. Я ценю ваши советы и поддержку. Вас ждет свежий и уютный дом с ограниченным бюджетом. Урок 13. Приходить в норму и заниматься строительством. Привет, Анна. Бывали ли у вас моменты, когда вы теряли рутину и должны были начать медленно восстанавливать ее? Привет, Джон. Безусловно, такое случается с лучшими из нас. Иногда жизнь сбивает нас с пути, и нам приходится искать дорогу назад. Я могу общаться. После того, как вы выпали из нее, может быть сложно вернуться к привычному образу жизни. Определенно. Главное – начать медленно и набраться терпения. Маленькие шаги могут привести к большому прогрессу. Отличное замечание. Важно не перегружать себя, пытаясь сделать слишком много слишком быстро. Именно так. Постановка достижимых целей и постепенное наращивание усилий помогут вам вернуться к привычному образу жизни. Одна из стратегий, которая сработала для меня, заключается в том, чтобы расставлять приоритеты в своих задачах и в первую очередь сосредоточиться на самых Это важных хороший из них. подход. Решая основные задачи, вы сможете восстановить чувство контроля и набрать обороты. Я также считаю полезным составить последовательный график. Определенное время для определенных занятий может упорядочить ваш день. Совершенно верно. Хорошо спланированный график служит основой для распорядка дня и помогает оставаться организованным. Еще один совет. Начните с занятий, которые вам нравятся. Это может сделать процесс возвращения к рутине более приятным. Это правда. Занятия, которые приносят вам счастье и удовлетворение, могут мотивировать вас придерживаться привычного распорядка дня. И не забывайте по пути быть добрым к себе. Признайте свой прогресс и празднуйте маленькие победы. Сострадание к себе очень важно. Помните, что выстраивание привычного распорядка требует времени и усилий, а неудачи – это нормально. Совершенно верно. Все это часть путешествия. Примите этот процесс и продолжайте двигаться вперед, даже если он идет медленными темпами. И не стесняйтесь обращаться за поддержкой, если она вам нужна. Друзья, семья или даже наставник могут дать рекомендации и поддержку.
Отличное замечание. Окружив себя системой поддержки, вы сможете облегчить себе процесс восстановления привычного образа жизни. В конечном счете, речь идет о настойчивости и последовательности. Продолжайте приходить на работу даже в те дни, когда вам нелегко. Именно так. Со временем и целеустремленностью вы вернетесь в подходящий для вас ритм. Спасибо. Ваши идеи и поддержка действительно ценны. Приходите в себя и выстраивайте полноценный распорядок дня. Урок 14. Рекомендации по питанию. Привет, Анна. Вы уже пробовали новый итальянский ресторан в центре города? Я слышала, что у них очень вкусные спагетти карбонара. Привет, Джон. Да, я там бывал и могу подтвердить, что карбонара у них очень вкусная. Сливочный соус просто идеален. Звучит потрясающе. Я всегда ищу отличное блюдо из пасты. Есть ли у них в меню другие рекомендации? Абсолютно. Их лазанья также пользуется популярностью у публики. В нее добавляют насыщенный томатный соус, сыр и ароматный говяжий фарш. Лазанья – одна из моих любимых лазаньи на все времена. Обязательно попробую. Какие-нибудь другие блюда вы бы порекомендовали? Обязательно попробуйте их пиццу «Маргарита». Корочка тонкая и хрустящая, а сочетание свежих помидоров, моцареллы и базилика просто божественно. Я большой поклонник пиццы «Маргарита». Это классика, которая никогда не разочарует. Как насчет закусок или закусок? У них фантастическая брускетта. Она покрыта спелыми помидорами, чесноком, свежим базиликом и небольшим количеством бальзамической глазури. Это идеальное начало трапезы. Обожаю брускетту. Сочетание вкусов всегда так освежает. Есть ли у них вегетарианские блюда? Да, они верят. Их пармезан из баклажанов просто великолепен. Его идеально панируют и жарят, заправляют соусом маринара и плавленым сыром. Похоже, это отличный выбор для вегетарианцев. Уверена, что оно очень вкусное. А как же десерты? Обязательно попробуйте их тирамису. Оно легкое, сливочное, в нем идеально сочетаются пропитанные кофе божьи пальчики и сыр маскарпоне. Тирамису – классический итальянский десерт. Я никогда не смогу устоять перед хорошим тирамису. Я оставлю для него место. Нужно ли бронировать столики? Всегда полезно бронировать столик, особенно в часы пик. В ресторане обычно много людей, поэтому лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Это приятно знать. Я обязательно позвоню заранее и займу столик. Мне не терпится попробовать их блюда. Вы не будете разочарованы. Еда, атмосфера и обслуживание на высшем уровне. Приятного вам ужина! Спасибо. Я ценю ваши рекомендации. Мне не терпится побаловать себя настоящей итальянской кухней. Урок 15. Путешествие по новому месту. Привет, Анна.
Вы видите здесь сотрудников. Думаю, они могут помочь нам добраться до места назначения. Привет, Джон. Да, я вижу там кого-то. Давайте подойдем к ним и спросим дорогу. Простите, не могли бы вы помочь нам найти дорогу? Мы немного заблудились. Привет, мы пытаемся добраться до пункта назначения. Не могли бы вы указать нам правильное направление? Спасибо вам большое за помощь. Мы благодарны за это. Да, спасибо. Мы бы бродили по окрестностям без вашего руководства. Мы так и сделаем. Еще раз спасибо за ваши указания. Хорошего дня. Да, спасибо. Хорошего дня. Анна, здорово, что мы нашли кого-нибудь, кто поможет нам. Это экономит нам много времени и сил. Совершенно верно. Обращаться за помощью в тот момент, когда она нам нужна, это всегда мудрое решение. Важно помнить, что есть люди, которые готовы помочь нам в незнакомых местах. Определенно. Если вы готовы обратиться за советом, вам будет намного удобнее. Кроме того, это возможность пообщаться с местными жителями и узнать больше о месте, которое мы посещаем. Это правда. Это придает индивидуальность нашему путешествию и позволяет нам общаться с сообществом. Я благодарна персоналу за помощь. Это заставляет меня ценить гостеприимство этого места. Всегда приятно встретить дружелюбных и отзывчивых людей. Это оставляет положительное впечатление. Совершенно верно. Это задает хороший тон нашему остальному времени здесь. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Согласовано. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться нашим приключением в этом новом месте. Определенно. Мне не терпится узнать, что еще ждет нас в этом месте. Я тоже. Давайте погрузимся в неизвестное и создадим незабываемые воспоминания. Совершенно верно. Давайте воспользуемся этим опытом по максимуму и будем ценить каждый момент. Урок 16. Обращение за дополнительной помощью. Привет, Анна. Как вы думаете, мы можем организовать дополнительную помощь, если она нам понадобится? Привет, Джон. Уверена, что сможем. Всегда приятно иметь поддержку, доступную в случае необходимости. Я согласен. Давайте спросим, есть ли какие-либо услуги или ресурсы, которые мы можем использовать, если нам понадобится помощь. Простите, можем ли мы организовать дополнительную помощь, если она нам понадобится? Приятно это знать. Спасибо за предоставленную информацию. Да, спасибо. Отрадно осознавать, что поддержка всегда доступна. Мы ценим вашу помощь. Приятно знать, что в случае необходимости мы можем положиться на вашу команду. Совершенно верно. Во время нашего визита важно чувствовать поддержку и душевное спокойствие. Я рад, что в случае необходимости у нас есть возможность получить дополнительную помощь. Так я чувствую себя более комфортно. То же самое и здесь.
Утешает осознание того, что за помощью можно обратиться за помощью. Всегда лучше быть готовыми и иметь варианты на случай, если мы столкнемся с какими-либо трудностями. Определенно. Проактивность и обращение за помощью в случае необходимости могут существенно изменить ситуацию. Кроме того, это показывает, что место, которое мы посещаем, ценит удовлетворение и благополучие посетителей. Совершенно верно. Это признак отличного обслуживания клиентов и доброжелательной атмосферы. Я благодарна за заверение и готовность оказать дополнительную помощь в случае необходимости. Я тоже. Это улучшает наш общий опыт и помогает нам максимально использовать время, проведенное здесь. Давайте не забудем использовать доступные ресурсы, если мы в них нуждаемся. Лучше обратиться за помощью, чем бороться в одиночку. Совершенно верно. Обращение за помощью – признак силы, и оно может привести к лучшим результатам. Я рада, что мы побеседовали об этом. Это важное напоминание о необходимости обращаться за помощью в случае необходимости. Я согласен. Всегда лучше проявлять инициативу и обеспечивать приятное времяпрепровождение. Спасибо за обсуждение этой темы со мной. Это было познавательно и полезно. Урок 17. Обмен фитнес-рутинами. Привет, Анна. Я слышала, ты занимаешься фитнесом. Отлично. Какой режим упражнений вы выполняете? Привет, Джон. Да, мне нравится вести активный образ жизни. В настоящее время я занимаюсь кардиотренировками и силовыми тренировками. Звучит интересно. Как часто вы занимаетесь физическими упражнениями? Я планирую проводить не менее 3-4 занятий в неделю. Это помогает мне сохранять стабильность и видеть прогресс. Последовательность действительно играет ключевую роль. Какие конкретные упражнения вы включаете в свои кардиотренировки? Мне нравится все смешивать. Во время кардиотренировок я занимаюсь бегом, ездой на велосипеде, а иногда и плаванием. Похоже, это комплексный подход. Как насчет силовых тренировок? На каких упражнениях вы сосредоточены? Я использую различные упражнения, такие как приседания, выпады, отжимания и тяжелая атлетика для воздействия на разные группы мышц. Для достижения общей силы важно работать с разными группами мышц. Есть ли у вас любимые упражнения? Мне очень нравится заниматься становой тягой и качелями с гирями. Они бросают мне вызов и обеспечивают отличную тренировку всего тела. Это круто. Приятно заниматься физическими упражнениями, которые вам действительно нравятся. Как сохранить мотивацию к привычному образу жизни? Я нахожу мотивацию в постановке целей и отслеживании своего прогресса. Это заставляет меня нести ответственность и двигаться дальше. Постановка целей и отслеживание прогресса – это действительно эффективные способы сохранить мотивацию. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто начинает заниматься фитнесом? Абсолютно. Начните с малого и постепенно увеличивайте интенсивность или продолжительность. Найдите занятия, которые вам нравятся, чтобы сделать их более экологичными. И не забывайте прислушиваться к своему телу и давать ему Это полноценный ценные отдых. советы.
Важными факторами являются начинать с малого и получать удовольствие от процесса. Как обеспечить себе достаточный отдых и восстановление сил? Отдых имеет решающее значение для роста мышц и общего самочувствия. Я стараюсь включить дни отдыха в свой распорядок дня и отдаю предпочтение качественному сну. Качественный сон и дни отдыха часто упускаются из виду, но играют важную роль. Есть ли у вас любимые закуски или блюда после тренировки? После тренировок я обычно ем протеиновый коктейль или сбалансированную еду с постным белком, углеводами и овощами. Это разумный выбор. Очень важно снабжать организм необходимыми питательными веществами. Как сделать занятия фитнесом интересными и избежать скуки? Я смешиваю тренировки, пробуя новые занятия или участвуя в групповых занятиях. Это сохраняет свежесть и предотвращает монотонность. Новые занятия и групповые занятия– отличный способ сделать игру интересной. Спасибо, что поделились своими занятиями фитнесом. Добро пожаловать! Было приятно обсудить с вами фитнес. Есть ли у вас какие-либо цели или упражнения в фитнесе, которым вы следуете? Я все еще занимаюсь различными видами деятельности, но планирую включить в свой распорядок больше силовых тренировок. Ваши идеи оказались полезными. Я рада, что смогла поделиться своими мыслями. Уверена, вы найдете подходящую для вас рутину. Удачи в вашем фитнес-путешествии! Спасибо. Я ценю вашу поддержку и поддержку. Вот наши цели в области здоровья и фитнеса. Урок 18. Проверка помидоров. Привет, Анна. Мне было интересно, а у нас дома тоже есть помидоры. Привет, Джон. Дайте мне проверить. Да, знаем. У нас на кухне есть несколько спелых помидоров. Отлично. Я собирался приготовить на ужин салат из свежих помидоров. Звучит очень вкусно. Салат из помидоров станет освежающим и полезным выбором. Определенно. Мне нравятся яркие цвета и ароматы свежих помидоров в салате. Это отличный способ насладиться натуральной сладостью и сочностью помидоров. Совершенно верно. Я также добавлю немного огурцов и немного бальзамической заправки. Вкусно! Сочетание помидоров, огурцов и бальзамика звучит восхитительно. Это простая, но ароматная комбинация. Есть ли у нас другие овощи, которые можно было бы добавить в салат? У нас есть сладкий перец и красный лук. Они придадут салату приятную хрусткость и остроту. Отлично! Я нарежу немного сладкого перца и тонкими ломтиками нарежу красный лук, чтобы добавить в смесь. Звучит как фантастическое дополнение. Салат будет красочным и богатым питательными веществами. В самом деле, свежие овощи делают любое блюдо более питательным и приятным. Совершенно верно. Важно добавлять в пищу разнообразные овощи. Я согласен. Это обеспечивает хороший баланс витаминов, минералов и клетчатки. Кроме того, это придает текстуру и аромат нашим блюдам. Определенно.
Я с нетерпением жду возможности насладиться салатом из помидоров сегодня вечером. Это будет вкусное и полезное блюдо. Не забудьте посыпать зеленью для придания аромата. Хорошие замечания. Я заберу немного свежего базилика в нашем саду с травами, чтобы украсить салат. Свежий базилик придаст прекрасный аромат и улучшит общий вкус. Отличная идея! Спасибо. Мне всегда нравится экспериментировать с разными вкусами в своей кулинарии. Вот что делает приготовление пищи увлекательным и креативным. Пробование новых комбинаций делает игру интересной. Совершенно верно. И это позволяет нам попутно открывать для себя новых фаворитов. Совместное приготовление пищи и совместная трапеза – прекрасный способ сблизиться и создать незабываемые впечатления. Не могу не согласиться с этим. Это особенное время для общения и наслаждения обществом друг друга. Хорошо сказано. Давайте сделаем этот салат из помидоров вкусной частью нашего вечера. Я в восторге. Спасибо, что подтвердили, что у нас есть помидоры. Давайте начнем с салата. Урок 19. Преодоление страхов и большие шаги. Привет, Анна. Недавно со мной произошло нечто невероятное. Я столкнулась со своим самым большим страхом и сделала огромный шаг. Привет, Джон. Звучит потрясающе. Противостоять своим страхам может быть непросто. Не могли бы вы рассказать мне об этом подробнее? Конечно. Я всегда боялась публичных выступлений, но недавно у меня появилась возможность выступить перед большой аудиторией. Вау, это действительно большой шаг. Как вы подготовились к преодолению страха перед публичными выступлениями? Я записался на курс ораторского мастерства и регулярно занимался им. Я также представил себе уверенную и увлекательную презентацию. Отличный подход. Практика и визуализация помогут обрести уверенность в себе и уменьшить беспокойство. Как прошла сама презентация? Все прошло на удивление хорошо. Как только я начал говорить, мои нервы успокоились, и я смог эффективно донести свое послание. Приятно это слышать. Выход из зоны комфорта может привести к личностному росту и новым возможностям. Чему вы научились на этом опыте? Я поняла, что преодоление наших страхов открывает возможности, о которых мы даже не подозревали. Это освобождает и расширяет возможности. Совершенно верно. Преодоление страхов дает нам чувство выполненного долга и повышает уверенность в себе. Какие-нибудь советы другим людям, сталкивающимся со своими страхами? Я бы посоветовала другим сделать небольшие шаги навстречу своим страхам. Каждый шаг, каким бы маленьким он ни был, приближает нас к их преодолению. Мудрое слово. Маленькие шаги позволяют нам постепенно наращивать мужество и стойкость. Есть ли планы на будущее, чтобы и дальше противостоять вашим страхам? Определенно. Я хочу и дальше выходить за пределы своей зоны комфорта. Я считаю, что это ключ к личностному росту и самопознанию. Это вдохновляет. Постоянно бросая себе вызов, мы продолжаем расти и развиваться. Есть ли что-то еще, чем вы хотели бы поделиться?
Я призываю всех принять свои страхи и поверить в это. Награды и личностный рост действительно того стоят. Не могу не согласиться с этим. Волшебство происходит именно тогда, когда мы выходим из зоны комфорта. Спасибо, что поделились своим невероятным путешествием. Спасибо. Это был революционный опыт, и я надеюсь, что он вдохновит и других взглянуть правде в глаза своим страхам.